Этот образ знают все, кто хоть раз слышал слово «Карфаген». Бронзовый идол с наклонными руками, огонь под ним, ребенок, которого отдают пламени. Картина настолько яркая, что ее запоминают как факт, а не как чей-то рассказ. И почти никто не спрашивает, откуда она взялась. Но у этого рассказа есть авторы, и все они говорят на греческом или латыни. Ни одного карфагенского свидетельства о карфагенских обрядах не сохранилось. Все, что мы знаем о городе, оставили его соперники, а потом победители, стершие его до основания. Начинается все на узкой полосе восточного берега, задолго до всякой Африки. Тир, Библ и Сидон стоят там, где пахотной земли почти нет, поэтому финикийцы живут морем. Их богатство складывается из чужого товара, перевезенного дальше, чем может позволить себе сосед. Дальше всего тянет серебро. Испанские рудники дают металл такой чистоты, что за ним стоит идти на другой конец Средиземного моря. Поэтому финикийцы уходят на запад за грузом, который окупает целый год плавания. Один рейс на запад стоит команде года жизни. И вместе с товаром они везут богов. Баал, Хаман и Танит уезжают из Тира на запад так же буднично, как амфоры и слитки. Через 300 лет именно за обряды этих богов Карфаген объявят цивилизацией, сжигавшей собственных детей. Обвинения появятся позже самих богов. И первым здесь был не Карфаген. Утика на том же африканском берегу старше примерно на 100 лет и поначалу, значит, куда больше. Поэтому будущая столица западных финикийцев начинает с положения младшего соседа в чужой уже работающей системе. Первое место придется отвоевывать веками. Легенда объясняет это иначе. Царица Элисса, которую греки назовут Диданой, бежит из Тира от собственного брата и просит у местных земли столько, сколько накроет воловья шкура. Шкуру режут на тончайшие полоски и очерчивают ими целый холм. Первый рассказ о городе – это рассказ о хитрой сделке. 300 лет он растет на грузах. Зерно, соленая рыба, соль, олово, испанское серебро, крашеная шерсть. Каждый рейс добавляет немного, и потому подъем Карфагена почти невозможно заметить со стороны. Его не завоевывают и не провозглашают, его медленно накапливают рейс за рейсом. Но у африканского берега есть то, чего не было у Тира. Земля вокруг города родит зерно, оливки и виноград в объемах, которые кормят не только жителей. Северная Африка становится житницей, и торговый порт впервые получает собственную опору, а не только чужой транзит. Управляют этим семьи. Торговые кланы владеют кораблями, складами, землей и долгами соседей, поэтому политическая власть в Карфагене вырастает из бухгалтерии. Богатство здесь появляется раньше любой должности, и должность достается тому, у кого уже есть флот. Флот, склады и долги соседей у них уже есть. А потом Восток обрывается. Тир осаждают, берут и разоряют, финикийская метрополия перестает быть центром чего бы то ни было. Колония остается без старшего, но с полной сетью портов на руках. Поэтому Карфаген становится столицей просто потому, что других центров не осталось. Страбон описывает вокруг Карфагена союз из 300 городов. Это система договоров, долей и обязательств, где младшие партнеры платят за защиту и доступ к рынку. Управление здесь похоже на торговый дом, а не на государство. Управление больше похоже на торговый дом.
Во главе стоят два суфета, выборные магистраты сроком на год. У них нет армии, нет права командовать войсками, нет наследников. Это высшие распорядители города, которых меняют каждый год и судят после отставки. Власть здесь выдают на год и забирают обратно. Реальный вес у Совета старейшин. Знатные семьи входят туда пожизненно, и последнее слово по войне, деньгам и договорам остается за ними. Суфеты меняются каждый год, но Совет не меняется никогда, поэтому политика города переживает любую отдельную человеческую карьеру. Ниже есть народное собрание, а рядом суд 104 судей. Именно он держит полководцев за горло. Проигравшего военачальника здесь не отправляют в отставку, его судят, и приговор может быть смертным. Поэтому карфагенский генерал боится своего города не меньше, чем противника. Аристотель в политике разбирает это устройство всерьез. Он ставит карфагенскую конституцию в один ряд со спартанской и критской и хвалит ее за устойчивость. Греческий философ описывает варваров-детоубийц как образец государственного порядка, и это стоит запомнить на весь дальнейший рассказ. Сам город к этому времени огромен. Стены тянутся на 33 или 37 километров, а военная гавань устроена как отдельная машина, круглый бассейн с доками по кругу и островом для штаба посередине. Флот там укрыт от чужих глаз целиком. Но у этой державы уже есть противник, и это не Рим. Задолго до первого римского корабля Карфаген веками спорит с греками за Сицилию. Один остров, две разные системы торговли, и ни одна не готова уступить другой западный проход. В конце V века Дионисий Сиракузский берет пунический город Матия. Осадные башни, насыпь через мелководье, штурм и резня. Карфаген теряет опорный пункт, который держал западную оконечность острова, и впервые узнает, каково это, когда враг приходит к тебе домой. В 310-х годах Агафокл, тиран Сиракуз, называет себя Александром Запада и делает то, что считалось невозможным. Он высаживается в Африке и осаждает сам Карфаген. Впервые война приходит под стены города, который привык вести ее только на чужих островах. Карфаген выдерживает и этот удар, но за века сицилийских войн он привыкает к простому решению – нанять чужих и заплатить. Армия города постепенно становится покупкой, а не обязанностью граждан. И однажды эта привычка обойдется дороже любого поражения на Сицилии. Рим появляется в этой истории поздно и выглядит несерьезно. Сухопутная держава без флота, без заморских владений, без опыта большой морской торговли. Для Карфагена это еще один итальянский сосед, с которым удобнее иметь договор, чем войну, и договоры между ними действительно есть. Все начинается с мелочи. Отряд кампанских наемников захватывает Мессану на Сицилии и просит помощи сразу у обеих держав. Карфаген вводит гарнизон, Рим отвечает высадкой, и спор о разбойничьем городке разворачивается в войну на 23 года с 264-го. Первое настоящее столкновение происходит под Агригентом в 262-м. Карфагенская армия в 50 тысяч пехоты, 6 тысяч конницы и 60 слонов проигрывает римским легионам в поле. Оказывается, что купленное войско держится хуже, чем гражданское ополчение. Наемник дерется за плату, гражданин за свой дом,
Но победы на суше ничего не решают. Пока карфагенский флот свободно ходит вдоль побережья, любой занятый город снабжается с моря, и Сицилию удержать невозможно. Поэтому Рим делает то, чего от него никто не ждал, и строит военный флот с нуля. Римляне не умеют маневрировать в море, поэтому меняют правила боя. На нос корабля ставят перекидной мост с железным клювом – ворон. Он падает на вражескую палубу, вбивается в доски, и морское сражение превращается в пехотную схватку, где Рим сильнее. При Милах в 260-м это срабатывает впервые. Карфагенские капитаны идут в атаку привычным строем и обнаруживают, что таранный удар заканчивается абордажем. Рим побеждает на воде, и главное преимущество Карфагена перестает быть безусловным за один день. Море перестает быть карфагенской вотчиной. В 256-м у мыса Экном сходятся флоты, которые по числу участников делают эту битву, вероятно, крупнейшей морской в истории. Сотни кораблей и больше 100 тысяч человек на воде разом. Рим побеждает и переносит войну прямо в Африку. После Экнома консул Регул высаживается в Африке и подходит к самому Карфагену. Город просит мира, но условия оказываются такими, что их отвергает даже проигрывающая сторона. Война продолжается, потому что победитель запросил слишком много. Это повторится через 100 лет. Карфаген нанимает спартанца Ксантиппа, и тот перестраивает армию за одну кампанию. Слоны выходят вперед, конница на фланге, и римский экспедиционный корпус в Африке уничтожается почти целиком. Регул попадает в плен, откуда уже не вернется. Город спасает нанятый чужак. Но африканская экспедиция проваливается, а на обратном пути в 255-м флот накрывает шторм. Больше 150 кораблей разбивается о скалы за одну ночь. Никакой противник не наносил Риму такого урона, и никакой противник этого урона не заметит. Погибает больше 100 тысяч человек флота. Это население крупного города, ушедшее под воду за несколько часов. Рим строит новые корабли и теряет их в море еще дважды, но каждый раз возвращается, потому что позволить себе выйти из войны он уже не может. Карфаген тоже умеет побеждать. При Дрепане в 250-м его флот загоняет римскую эскадру в собственную гавань и уничтожает почти целиком. Это крупнейшая морская победа Карфагена за всю войну, но развить ее некому и ни на что. Флот победил, а казна уже пуста. К этому моменту Рим потерял 17% взрослых мужчин-граждан. Каждый шестой не вернулся. Любая торговая держава на таких потерях ищет мир и платит отступное. Но римская система устроена иначе, и она продолжает призывать следующие возрасты. Война для Рима перестает быть вопросом выгоды. В 241-м у Игатских островов римский флот, построенный на частные займы граждан, перехватывает карфагенский конвой с припасами. Разгром окончательный. Карфаген больше не может снабжать свои гарнизоны на Сицилии, и война заканчивается голодом в гарнизонах. Гарнизоны сдаются от нехватки хлеба. Договор Лутаций назначает цену. 3200 талантов серебра выплатой по годам и полный уход с Сицилии. 23 года войны, сотни тысяч погибших, и остров, за который все начиналось, достается тому, у кого вообще не было флота.
Сицилия становится первой римской провинцией. Территория под управлением и налогом, без всякого союзного статуса. Рим изобретает здесь способ владеть заморской землей, и этим способом он будет пользоваться следующие 600 лет. Провинция – это собственность с ежегодным доходом. Так Рим впервые учится владеть заморской землей. Но война не заканчивается миром. Наемники, воевавшие за Карфаген 23 года, возвращаются в Африку и требуют полной оплаты. Казна пуста, потому что серебро ушло на контрибуцию, и город предлагает им подождать. Люди, только что вышедшие из 23-летней войны, слышат просьбу потерпеть. Они не ждут. Ливийская война с 241 по 238 становится одним из самых жестоких конфликтов античности. Пленных не берут ни с одной стороны. К наемникам присоединяются ливийские подданные. И Карфаген впервые воюет за собственное выживание дома. Подавляет восстание молодой офицер по имени Гамилькар Барка. Он делает это методами, которых город предпочтет не вспоминать, и выходит из войны самым сильным человеком в державе. Совет старейшин получает победителя, которого больше не контролирует. Спасителя города в Карфагене боятся не меньше, чем врага. Пока Карфаген режет собственных наемников, Рим забирает Сардинию. Никакого повода нет, договор этого не предусматривал, но возразить некому. Ко всем потерям войны добавляется остров, отданный просто потому, что противник в этот момент не мог поднять руку. Сардиния уходит без единого боя. Поэтому Гамилькар уходит в Испанию. Там серебряные рудники, там рекруты, там нет ни суфетов, ни суда 104. Он идет собирать ресурс для реванша и берет с собой 9-летнего сына. Этого мальчика зовут Ганнибал. Испанское серебро оплатит следующую войну. За 20 лет Испания превращается в частную империю семьи Баркидов. Своя армия, свои серебряные копии, свои города, своя политика по отношению к местным племенам. Формально это владение Карфагена. Фактически это база одной семьи, оплаченная испанским металлом. Совет старейшин узнает о решениях Баркидов постфактум. Ганнибал принимает эту армию в 26 лет. Она предана лично ему, а не городу, и содержится не из казны, поэтому разрешения совета он не спрашивает. Осада испанского Сагунта, союзника Рима, начинается по решению одного человека. Формально это еще не война с Римом. В 218-м он делает ход, которого не предусматривал ни один римский план. 20 тысяч пехоты, 6 тысяч конницы и боевые слоны идут через Пиренеи, Галлию и Альпы, прямо в Италию с севера. Слонов ведут по горным тропам зимой. Переход убивает половину войска раньше первого боя. Снег, обвалы, засады горцев, тропы, по которым не проходят вьючные животные. Ганнибал спускается в долину По с армией вдвое меньше той, что вышла из Испании, но зато стоит там, где его не ждали. Первый платит армия при Требии в конце того же года. Ганнибал выманивает римлян через холодную реку натощак, ставит брата в засаду и охватывает промерзшую пехоту с флангов. Италийские союзники Рима впервые видят, что легион можно разобрать по частям. В 217-м у Тразименского озера он делает это еще чище. Римская колонна втягивается в прибрежную теснину в утреннем тумане и попадает под удар со склонов. 15 тысяч убитых и 15 тысяч пленных за одно утро без правильного сражения вообще.
После Тразимена Рим назначает диктатора. Фабий Максим отказывается от сражений, идет следом за Ганнибалом, жжет запасы и не дает ему покоя. Тактика работает, но римлянам она кажется трусостью, и в 216-м от нее отказываются. А отказ приведет их прямо к Каннам. Поэтому в 216-м Рим выставляет самую большую армию в своей истории и идет к Каннам. Ганнибал строит центр дугой вперед и позволяет ему медленно прогибаться. Римская масса давит внутрь, углубляется и сама заходит в мешок. Прогиб выглядит как начало победы. Конница смыкает мешок сзади. Легионы стоят так плотно, что не могут поднять оружие, и их вырезают до вечера. Не меньше 67,5 тысяч римлян остаются на поле. Это крупнейшее военное поражение за всю историю Рима. Погибает и командующий консул. После Канн италийская система Рима начинает сыпаться. Капуя, второй город Италии, открывает ворота Ганнибалу. За ней Тарент и большая часть юга. Союзники, которых Рим считал опорой, пересчитывают шансы и делают ставку на победителя. Италия перестает быть надежным тылом впервые за столетие. К 214-му даже Сиракузы, вековой враг Карфагена, переходят на его сторону. Македония заключает с Ганнибалом союз. Рим впервые оказывается в положении Карфагена под Агафоклом, окруженный со всех сторон и без запаса времени. Союзники Рима заканчиваются быстрее, чем его легионы. Но взять сам Рим Ганнибал не может. У него нет осадного парка, нет подкрепления из Африки и нет флота, чтобы их привести. Совет старейшин, помнящий, чем кончаются сильные полководцы, отправляет ему меньше, чем нужно, и делает это медленно. Единственный реальный шанс – это вторая армия. Газдрубал, брат Ганнибала, ведет ее из Испании тем же путем через Альпы. Если братья сойдутся в Италии, Рим воюет против двух армий, сразу и почти наверняка, не выдерживает второго удара. Все сводится к одной встрече двух колонн. Римляне перехватывают его гонцов и узнают маршрут раньше адресата. Консульская армия форсированным маршем встречает Газдрубала у реки Метавр и уничтожает его войско. Его голову перебрасывают в лагерь Ганнибала, и так тот узнает, что подкреплений не будет. Война разворачивается за один перехваченный обоз писем. Поэтому Сципион меняет театр. Вместо того, чтобы гоняться за Ганнибалом по Италии, он высаживается в Африке и начинает сжечь земли вокруг Карфагена. Город немедленно отзывает своего лучшего полководца домой. И 16 лет итальянской кампании обнуляются приказом. Побеждает не тот, кто выигрывал битвы. При заме в 202-м они, наконец, встречаются. Но нумидийская конница, которой Ганнибал выигрывал Канны, теперь стоит в римском строю, и охват идет в обратную сторону. Слоны разворачиваются на собственную пехоту, и Ганнибал впервые проигрывает генеральное сражение. Его собственный прием работает против него. Мир 201 года не оставляет ничего. Все заморские владения потеряны, флот сокращен до 10 кораблей. Армия не может выйти за границу без разрешения Рима. Контрибуция расписана на 50 лет вперед. Испания и Нумидия достаются победителю. Карфаген теряет право на внешнюю политику. У Карфагена остается одно право – существовать. Город сохраняет стены, гавань, законы и богов, но теряет способность защищать себя от кого угодно. Это статус, на который согласились, чтобы не исчезнуть сразу. Дальше все зависит только от чужого решения. Защищать себя город больше не может.
И вот тут начинается самое опасное. Без армии и без флота Карфаген богатеет быстрее, чем воевал. Африканское зерно, оливковое масло, торговые пошлины. К 191 году город предлагает выплатить всю оставшуюся контрибуцию разом, за 40 лет до срока. Рим отказывается. Досрочный платеж означал бы конец обязательств, а обязательство – это рычаг. Но важнее другое. Сенаторы видят, что побежденный противник восстановился за полвека без единого солдата. Значит, победа не была окончательной. Богатство побежденного читается в Сенате как подготовка к реваншу, и этого достаточно. Поэтому следующий удар готовится не против армии, которой нет, и не против флота, который сокращен. Он готовится против самого существования города. И обвинение, с которого он начнется, будет не военным, а нравственным. Убивать город будут за репутацию. Аргумент готовится заранее. В самом городе есть место, о котором спорят до сих пор. Тофет – огороженное святилище под открытым небом на южной окраине, где в землю уложены тысячи глиняных урн. Не склеп, не храм, не кладбище в привычном виде, а поле, заполнявшееся веками подряд. В урнах кремированы останки младенцев, слой за слоем, поколение за поколением, с 8 века до самого падения города. Раскопки 20 века дают счет на тысячи погребений, и это самое большое собрание детских останков, известное в античном мире. Заполнение шло без перерыва в 400 лет. Само это место раскопали только в 20 веке. Под слоем земли обнаружились несколько уровней погребений один над другим от 8 века до самого падения города, и по ним можно читать историю обряда как годовые кольца. Ни одного письменного объяснения рядом не лежало. Но останки в урнах не только человеческие. Примерно в трети из них, около 31%, лежат кости ягнят, иногда вперемешку с детскими, иногда вместо них. Один и тот же обряд принимает и ребенка, и животное, и это первое, что ломает простую картину. Над урнами стоят каменные стелы. Их тысячи. Они грубые, часто без украшений, с посвятительными надписями на пуническом. Каждая отмечает конкретное погребение, названо имя посвятителя, назван Бог. И именно эти камни оказываются главным письменным источником самого Карфагена о себе. Боги на них повторяются. Баал-Хамон – верховное божество города, и Танит – его госпожа и покровительница Карфагена, чей знак встречается на всем, от стел до бытовой керамики. Рядом Ишмун, отвечающий за исцеление. Пантеон торгового города, а не культ смерти. Ни одного бога смерти в этом списке нет. Греческие и римские авторы описывают то же место совершенно иначе. Клитарх, Диодор Сицилийский, позже Плутарх, рассказывают об обряде, где живых детей отдают огню. Детали у них разные, но картина одна, и именно она уйдет в европейскую культуру на 2000 лет. Стоит посмотреть на расстояние между рассказчиком и событием. Клитарх пишет о городе, в котором не жил. Диодор пересказывает Клитарха 2,5 века спустя. Плутарх работает еще позже, уже когда Карфагена нет на карте. Свидетелей в этой цепочке нет ни одного. Ее центр – это бронзовая статуя с наклонными руками. Ребенка кладут на ладони, руки опускаются, тело соскальзывает в огонь под ними. Матери стоят рядом и не плачут, потому что слезы испортили бы дар. Сцена настолько кинематографична, что ее невозможно забыть.
Диодор дает и число. Около 310 года, когда Агафокл стоит под стенами, знать Карфагена отдает от 200 до 300 собственных детей, чтобы вернуть расположение богов. Кризисное жертвоприношение как последний аргумент осажденного города. Число это придет к нам через третьи руки. Стоит вспомнить, когда именно происходит этот эпизод. 310 год. Агафокл стоит под стенами. Город впервые видит чужую армию на своей земле. Рассказ о жертве детей описывает город в панике. Из кризиса выводят правила, которые приписывают всем векам сразу. Но ни одна стела Тофета этого не подтверждает. Их тысячи, они написаны самими карфагенянами, они стоят прямо над урнами, и ни на одной нет слов о принесенном в жертву ребенке. Обвинение существует только на чужом языке. Молчание тут стоит целой библиотеки. Формула на камнях совсем другая. Владыке Баал-Хамону и госпоже Танит, потому что он услышал голос просящего, потому что она благословила. Это язык благодарности за исполненную просьбу, а не язык откупа. Дар отдан после того, как Бог уже ответил. Часть исследователей все же считает жертвоприношения реальными. Лоуренс Стейджер и Паоло Челло указывают на характер кремаций, на возраст останков, на устойчивость обряда веками и на согласие независимых античных авторов. По их версии, обряд существовал и был нередким исключением. Но даже они не признают того масштаба, который описан у греков. Речь идет о практике знатных семей в особых обстоятельствах, а не о непрерывном истреблении детей целым народом. Разница между обрядом и резней здесь принципиальная, и именно ее обвинение стирает. Другая часть спорит с самой основой. Сабадино Маскати и Джеффри Шварц читают Тофет как детское кладбище. Младенцы, умершие сами, кремированы и посвящены богам, потому что взрослое кладбище им по обряду не полагалось. Тогда за урнами стоит детская смертность. В пользу этой версии говорит и сам возраст останков. Значительная часть костей принадлежит новорожденным и даже нерожденным, тогда как античные тексты описывают детей, которые уже могут стоять и идти к статуе. Источники и находки говорят о разных детях. И есть молчание, которое громче любого спора. Ни один текст о пунических войнах, где римские авторы описывают врага десятилетиями, не упоминает жертвоприношений детей. Обвинение отсутствует ровно там, где оно было бы самым полезным пропагандистски. Пропаганда почему-то не воспользовалась готовым доводом. Младенческая смертность Железного века объясняет Тофет и без обряда. В обществе без антибиотиков и акушерства до трети детей не доживает до года. Поэтому кладбище, накапливавшееся 400 лет, дает ровно те 1000 урн, которые нашли археологи. Никакого обряда для такого счета не требуется. А кости ягнят ломают версию единого обряда окончательно. Если ребенка и животное кладут в одну урну по одному чину, значит ценность дара измеряется нечеловеческой жизнью. Либо перед нами два разных обычая, слитых в один поздним пересказом. Обряд с ягненком не тянет на детоубийство. Современный консенсус поэтому расколот и осторожен. Большинство специалистов допускает, что какие-то жертвоприношения были, особенно в кризисы, но отвергает картину постоянного массового детоубийства. Спор идет о масштабе, и именно масштаб был раздут. Раздувал его тот, кому это было нужно.
Но обвинение живет не археологией, оно живет повторением. Клитарх пересказан Диодором, Диодор процитирован Плутархом, Плутарх переписан позднейшими авторами. И через несколько передач единственный слух превращается в общеизвестный факт о целом народе. Никаких новых свидетельств при этом не появляется, появляется только уверенность. У каждого рассказчика к тому же есть интерес. Греки писали о сопернике, с которым 300 лет делили Сицилию. Римляне писали о противнике, которого собирались уничтожить. Ни одна сторона в этом описании не была нейтральной, и обе понимали, зачем оно нужно. И еще одна деталь, о которой обвинители молчат. В самой Греции и в самом Риме отказ от новорожденного был законной практикой. Ребенка выносили из дома и оставляли, и никто не считал это преступлением. У судей в этом деле была собственная статья. А своей версии у Карфагена не осталось вообще. Пуническая литература, храмовые архивы, исторические записи, торговые хроники исчезли вместе с городом в 146-м. Не в переносном смысле, а физически, потому что горело все. Архив сгорел вместе с теми, кто мог бы его прочесть. Из всей карфагенской книжности римляне сохранили ровно одну работу. Трактат Магона о сельском хозяйстве, 28 книг про урожай, скот и посадки. Победитель спас то, что было полезно для его собственных поместий, и не спас ничего больше. Про богов не сохранили ни строки. Поэтому все, что мы знаем о карфагенской вере, прошло через язык победителя. Имена богов даны в греческой передаче, обряды описаны чужими наблюдателями, мотивы объяснены людьми, которые этих мотивов не разделяли. Даже слово «молох» пришло к нам не из Карфагена. Значит, спор о Тофете – это не спор об огне, это спор об источнике. Вопрос не в том, находили ли археологи детские кости, потому что находили. Вопрос в том, кто объяснил нам, что эти кости означают, и что этот человек с объяснения получал. А получал он многое. Народ, сжигающий собственных детей, находится вне человеческого порядка, и уничтожение такого народа перестает быть преступлением. Оно становится санитарной мерой, исполнением долга, почти услугой оказанной цивилизации. Именно так обвинение работает. Сначала оно отменяет человечность, потом отменяет вину. Именно эту функцию обвинение и выполняло. Сначала оно оправдывало то, что Рим собирался сделать, потом объясняло то, что Рим уже сделал. Удобное обвинение переживает того, против кого выдвинуто, и живет ровно до тех пор, пока кому-то полезно. Карфагена нет 2000 лет. Обвинение живо. При этом сама практика где-то была. В пунических поселениях за пределами Африки следы подобных обрядов в куда меньшем масштабе фиксируются еще пару столетий после падения Карфагена, а потом исчезают вместе с языком и письменностью. Масштаб при этом всегда местный и редкий. Но Риму религиозный вопрос был нужен ровно до тех пор, пока не решался вопрос земли. Как только в Сенате прозвучит требование стереть город, разговоры о богах закончатся, и начнется разговор о гавани, о зерне и о доле африканского рынка. Полвека после Замы Карфаген живет в странном положении. Он безоружен и богат одновременно. Торгует со всем Средиземноморьем, отстраивает гавань, платит взносы точно в срок. Для римского сенатора это сочетание выглядит как накопление сил. Оружия нет, зато есть верфи и деньги.
Марк Порций. Каттон приезжает в Африку с посольством и видит поля, склады и порт работающего города. Он возвращается в Рим с уверенностью, что противник восстановился полностью. Свежие африканские фиги он выкладывает прямо в Курии. Африканские поля работают, склады полны. Смысл жеста простой. Эти фиги сорваны 3 дня назад, и значит, вражеский берег находится в 3 днях пути от Рима. После этого каждую свою речь, о чем бы она ни была, Каттон заканчивает одной фразой: «Карфаген должен быть разрушен». Юридически трогать Карфаген не за что. Он выполняет договор, платит, не строит флот и не выводит войска за границу. Поэтому нужен формальный повод. И договор 201 года услужливо его содержит в самом безобидном на вид пункте. Юристы находят зацепку там, где ее не искали. Пункт запрещает Карфагену вести войну без разрешения Рима. Любую, даже оборонительную, даже на собственной земле. Город связан обязательством, которое превращает любое сопротивление в нарушение, а любое терпение в потерю территории. Формулировка выглядит технической, а работает как ловушка на полвека. Но мидийский царь Массиниса, союзник Рима, понимает это лучше всех. Он десятилетиями отрезает от карфагенских владений кусок за куском, зная, что ответить силой противник не имеет права. Жалобы уходят в Рим, и Рим раз за разом решает спор в пользу Массинисы. В 150-м Карфаген наконец не выдерживает и выставляет войско против нумидийцев. Оно проигрывает, но это уже не важно. Город сделал именно то, что запрещал договор, и Рим получает предлог, которого ждал полвека. Полвека ожидания окупаются одной чужой ошибкой. Дальше начинается процедура, которую стоит рассмотреть внимательно. Рим объявляет войну и требует 300 заложников из знатных семей. Карфаген отдает детей своей аристократии, надеясь, что этим все закончится. Флот римлян уже стоит у берега. Заложников больше никто не увидит. Следующее требование – это оружие. Карфаген сдает 200 тысяч комплектов доспехов и оружия, 2000 катапульт, все, что было в арсеналах. Консулы принимают груз и говорят, что теперь остался последний пункт, о котором до сих пор не упоминали. Список требований не заканчивается. Последнее требование звучит так: покинуть город и построить новый в 15 километрах от моря. Торговая держава должна переселиться туда, где торговать невозможно. Это не условие мира, это приговор, оформленный как дипломатическая нота. 15 километров от моря – это смертный приговор торговому городу. Карфаген отказывается и объявляет войну, уже отдав заложников, оружие и катапульты. Город входит в самую тяжелую осаду античности безоружным, по собственному согласию, и это прямое следствие того, что он до последнего верил в переговоры. Так работает дипломатия с тем, кто уже не может ответить. Дальше происходит то, чего никто не ожидал. Город перестраивает себя в военную мастерскую за неделю. Храмы и общественные здания превращаются в цеха, работа идет круглосуточно, сырье разбирают из построек и снимают с кораблей. Работают все, кто держится на ногах. Цифры производства известны. 140 щитов, 300 мечей, 500 копий и до 1000 снарядов для катапульт каждый день. Безоружный город, отдавший арсеналы добровольно, вооружает себя заново быстрее, чем римляне успевают замкнуть осаду. Осада начинается с города, который вооружился заново.
Не хватает только одного материала. Торсионным машинам нужны канаты из длинного волокна, и женщины Карфагена отдают на них собственные волосы. Об этом сообщают римские авторы, то есть сторона, которой было незачем украшать сопротивление противника. Волос хватает на всю осаду. Поэтому осада тянется годами. Тройная стена высотой в 13 метров, ров, вал и палисад перед ней, гарнизонные башни через каждые несколько десятков метров. Римляне трижды идут на штурм и трижды откатываются с потерями. Стена держит там, где не держит договор. Город держится морем. Пока в гавань входят суда с зерном, стены можно оборонять бесконечно, потому что запас людей внутри больше, чем римская армия снаружи. Значит, брать надо не стену, а воду. Голод действует надежнее, чем любая осадная башня. Сципион Эмилиан, приемный внук победителя при Саме, принимает командование и строит мол поперек входа в гавань. Карфагеняне прорывают новый канал в открытое море за одну зиму, но римляне перекрывают и его. Гавань в итоге закрывают камнем, а не оружием. После этого работает голод. Внутри стен остаются десятки тысяч человек и никакого подвоза. Поэтому людей убивают пустые склады. Гарнизон слабеет медленно и равномерно, и штурмовать приходится уже истощенных людей. Осаду в итоге выигрывают пустые склады внутри городских стен. Весной 146-го римляне входят в город со стороны порта. Первыми падают торговые кварталы, где узкие улицы и трехэтажные дома дают обороняющимся преимущество, которого у них уже нет сил использовать. Порт, который кормил город столетиями, впускает армию. Шесть дней уличных боев. Дом за домом, крыша за крышей, потому что карфагеняне обороняются с верхних этажей и перебрасывают доски между зданиями. Римляне идут вперед, но каждый квартал стоит им времени, которого у осажденных больше нет. Каждый дом приходится брать отдельно. Продвижение идет с разрушением. Инженеры сносят занятые дома сразу, чтобы освободить проход для войск и не оставлять за спиной обороняемых точек. Город уничтожается прямо во время штурма, метр за метром. К концу штурма улиц уже не существует. Проход расчищают сносом. Последние защитники отходят на холм Бирса, к храму Эшмуна. Там держится несколько сотен человек, включая римских перебежчиков, которым сдача не дает ничего. Храм поджигают, и это последняя оборонительная позиция независимого Карфагена. Оттуда не выходит уже никто, и это конец обороны. Около 50 тысяч человек выходят из города по условию сдачи. Всех продают в рабство, включая тех, кто сдался первым. Это население среднего античного города, разом переставшее быть народом и ставшее товаром. 50 тысяч человек уходят с рынка как товар. Пожар держится 17 дней. Горит все разом. Склады с зерном и маслом, деревянные перекрытия, корабельные верфи, храмовые архивы, торговые записи, пуническая литература. Огонь уничтожает не только здания, но и всю письменную память города. Вместе с городом сгорает все, что он о себе записал. После пожара работа продолжается специально. Сенат постановляет, что на этом месте не должно быть города, и остатки стен разбирают методично по решению, принятому голосованием и записанному в протокол. Разрушение оформлено как административная процедура. Голосование в Сенате оформляет уничтожение как работу.
Легенда добавляет к этому соль. Считается, что римляне засыпали пепелище солью, чтобы земля больше не родила. Но ни один античный источник об этом не сообщает, и историки относят рассказ к XIX веку. Источник легенды – это XIX век, а не античность. И это показательно. Реального уничтожения оказалось недостаточно для рассказа, поэтому воображение дописало жест, которого не было. Соль нужна не Риму, а тем, кто пересказывает историю и хочет, чтобы конец выглядел окончательным. Выдуманный жест держится в памяти крепче настоящего разрушения. Утика получает награду. Соседний город, ставший римским плацдармом еще до начала войны, объявляется столицей новой провинции Африка и забирает торговлю разрушенного соперника. Тот, кто был старше Карфагена, переживает его на несколько веков. Награда достается тому, кто вовремя выбрал сторону. С библиотеками поступают отдельно. Сенат раздает уцелевшие книжные собрания нумидийским царям, то есть союзникам, а не себе. Единственное, что Рим оставляет у себя, это трактат Магона о сельском хозяйстве, полезный для италийских поместий. Знания уходят союзникам, польза остается Риму. Клитомах, философ и уроженец Карфагена, узнает о падении города в Афинах. Он остается там до конца жизни, возглавляет академию и пишет утешительное сочинение для проданных в рабство земляков. Пишет он его по-гречески, потому что другого читателя уже нет. Это и есть настоящий итог 146 года. Исчезает язык, на котором город мог бы объяснить себя. Дальше о Карфагене говорят только по-гречески и по-латыни. Город теряет не стены, а голос. Дальше о нем говорят только чужими словами. Финикийская письменность на Западе умирает вместе с ним. Пунический язык держится в деревнях Северной Африки еще несколько веков как разговорный, но перестает быть языком записи. И невысказанное просто не доходит до следующего поколения. Язык без письма живет ровно одно поколение за раз. Историки называют 146-й резкой границей. В этот год заканчивается не государство, потому что государство закончилось призами, а самостоятельная цивилизация, способная рассказывать о себе собственными словами. Государство еще можно восстановить, а цивилизацию с уничтоженным архивом уже нет. В том же году Рим разрушает Коринф. 2 города, 2 древние торговые державы, 1 сезон. Сенат показывает всему Средиземноморью, что сопротивление отменяет не только политику, но и право на существование. 2 города за 1 сезон – это не война, это сообщение остальным. Место оставляют пустым. Юнония, первая римская колония на пепелище, основана 20 годами позже и не приживается, потому что закон о проклятии земли отменить сложнее, чем город разрушить. 20 лет на пепелище не строят ничего, потому что запрет сильнее выгоды. Историк гасит лампу над пустой картой Африки. Все, что будет сказано о Карфагене дальше, скажут люди, которые его уничтожили, и скажут это на языке, которого карфагеняне не выбирали. Победитель остается единственным свидетелем по делу, которое сам ему и завел. Проходит 100 лет, и запрет отменяют. Цезарь планирует колонию на старом месте, Август доводит дело до конца. И на холме Бирса, где горел храм Ишмуна, размечают римский форум. Земля перестает быть проклятой ровно тогда, когда становится выгодной. Проклятие снимает бухгалтерия.
Новый Карфаген растет быстро. К первому веку нашей эры это один из крупнейших городов империи. Около полумиллиона жителей, акведук в 130 километров, термы, амфитеатр и порт, переваривающий африканское зерно для римского стола. Место оказывается слишком удобным, чтобы пустовать. То есть Рим воспроизводит ровно то, что уничтожил. Та же гавань, та же торговля зерном и маслом, та же роль столицы Северной Африки. Оказывается, дело было в том, кому этот город принадлежит. Претензия у Рима была к владельцу гавани. Разница только в языке. На форуме говорят по-латыни, надписи режут латинскими буквами, богов называют римскими именами, хотя под именем Сатурна в Африке продолжают почитать все того же Баал-Хамона, только без прежнего обряда. Имя чужое, обряд забыт, функция та же. Пунические практики уходят не сразу. В поселениях за пределами Африки следы прежних обрядов фиксируются еще пару столетий в куда меньшем масштабе, а потом исчезают вместе с языком, жрецами и людьми, которые понимали, что именно они делают. Обряд умирает вместе с теми, кто умел его объяснить. А пуническая кровь доходит до самого верха. Династия северов, правившая империей во II и III веке, происходит из африканского Лептис Магна, и это примерно 350 лет после падения Карфагена. Африка возвращается в Рим родословный. Империей правит африканская семья. Современники шутят над их произношением. Император Септимий Север говорит на латыни с африканским акцентом. Его сестра, по рассказам, говорила на ней настолько плохо, что ее отправили домой. Пуническое происхождение остается заметным даже на троне. Акцент слышен, история молчит. Но кое-чего при этом не происходит. Потомки африканской знати правят империей, а версия Карфагена о самом себе так и не появляется. Пунического историка нет, пунической хроники нет. Оправдания перед потомками нет. Никто из них не пишет историю своей родины. Сам Тофет находят только в 1920-х. 2000 лет обвинение существовало вообще без вещественных доказательств, на одних пересказах, и прекрасно себя чувствовало, потому что проверять было нечем и некому. Раскопки приходят на 2 тысячелетия позже приговора. А когда доказательства наконец появились, спор не закрылся. Урны, кости ягнят, надписи благодарности и возраст останков дали материал обеим сторонам, и сегодня специалисты спорят о Тофете ровно так же, как спорили до раскопок. Доказательства наконец пришли, а ясности они не принесли. Мы знаем про этот город удивительно много. Длину его стен, устройство его гавани, состав его бронзы, цены на его рынках, имена его богов, порядок работы его совета, объем его дневного военного производства во время осады. Цифры сохранились полностью. Мы не знаем ни одной фразы, которую Карфаген сказал бы о себе сам. Все описание от легенды об основании до последнего дня осады дошло до нас через людей, которые сначала с ним торговали, потом воевали, а потом продали его жителей. Поэтому вопрос не в том, сжигали ли карфагеняне детей. Вопрос в том, что мы вообще принимаем за знание, когда единственный свидетель – это победитель. Подписывайтесь на канал, если хотите видеть такие разборы дальше. Вопрос остается открытым до сих пор.